Планшет от компании Oukitel, который имеет рейтинг защиты IP68, IP69K и MIL STD 810G. Он оснащен стандартной IPS-матрицей, аккумулятор до 10 тысяч мАч, возможность расширить внутреннюю память, вставив microSD. Присутствует 2 стереодинамика, поддержка Dual 4G, 2 камеры по 16 мегапикселей, функция разблокировки по лицу, операционная система на базе Android 13 версии. Это только малая часть того, что из себя представляет планшет под названием Oukitel RT5. Но все ли так хорошо у данной модели, как заявляет сам производитель, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Полетели. Поставляется данный планшет в белой, достаточно большой упаковке из плотного картона. На упаковке есть название и краткие характеристики модели. Пакинг обыкновенный, но комплект поставки хороший. В комплекте мы имеем сам планшет с защитной пленкой, которую я бы советовал сразу же поменять. Краткое руководство, блок питания на 33 Вт, что неплохо, кабель для зарядки с Type-C на Type-C и ключ для извлечения гибридного слота под 2 нано-сим-карты или 1 нано-сим-карту и карту памяти до 1 терабайта. Вес устройства 872 грамма, а габариты 249 на 168 на 15,2 мм. Рамки у экрана по 12 мм. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок. Скоро сейл на Али, там много всего полезного. В телеграм-канал взаимопомощи, там минимум 5000 активных пользователей, а вообще нас там 14 с лишним тысяч. Спросите, подскажут. И мой личный телеграм-канал, где мы можем общаться по поводу девайсов, которые я тестирую, вне формата обзоров. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к планшету. В продаже есть 2 расцветки на выбор. Это черная с оранжевыми вставками и черная с серыми вставками. Дизайн планшета такой же, как у большинства противоударных смартфонов. Ко всему, от прошлых моделей прям сильных изменений в дизайне нет. Корпус планшета выполнен из прочного прорезиненного материала. Также есть усиленные углы. Сборка отличная, кнопки не люфтят, разъемы надежно спрятаны за прорезиненными заглушками, а экран слегка утопленный, имеет небольшие бортики. В руках планшет лежит удобно, но из-за веса долго им пользоваться даже 2 руками не вариант. Печатать в вертикальном положении планшета 2 пальцами можно без проблем. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C от микрофона и 2 стереодинамика, которые расположили на одном из торцов. Предустановок звучания нет, как и кастомного эквалайзера. Качество звука неплохое, но на максималках есть каша. Также стереоэффект слышен только когда используешь планшет в горизонтальном положении, а в вертикальном положении звук уходит в сторону. Вибромотор на борту, но он очень слабенький и не настраиваемый. Стандартный набор аудиокодеков тоже есть, мини-джек и К-порт отсутствуют, что очевидно. Летим дальше. Планшет оснащен IPS-экраном на 10,1 дюйма с разрешением 1920 на 1200 пикселей. Плотность пикселей 224 ppi, не космос, но стандарт для бюджетника. Соотношение сторон 14,4 к 9, яркость 400 нит. При прямом попадании света на экран яркости может не хватать, и скорее всего вам не хватит ее. Автояркости на борту нет, что тоже FL. Угол обзора нормальный, частота обновления экрана 60 Гц, тест на частоту дискретизации касания показал стандартный результат. Мультитач на борту, экран на 10 касаний одновременно откликается довольно быстро. Многоэкранного режима я не обнаружил, но есть режим в перчатках, и из полезного в стоке есть еще сумка с инструментами. FM-радио работает только с наушниками, разумеется. Далее, разблокировать экран можно при помощи распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Отмечу, что у меня при первом включении планшета предлагалось ввести биометрические данные для разблокировки по лицу, но после включения в настройках такого пункта я не обнаружил. Вот так они пилят прошивки. Процессор MediaTek 8788 с техпроцессом 12 нанометров с 8 ядрами. Максимальная частота которого 2 ГГц, графический процессор Mali G72, интерфейс Android 13 версии. Возможно, когда вы будете смотреть, уже будет и 14. Русский язык на борту, как и Google сервис. Операционная система работает неплохо, но стоковая тема, как по мне, выглядит максимально плохо. Микрофризы и подлагивания встречались, но не сказал бы, что часто. Оперативная память на 8 ГБ, внутренняя на 256 ГБ. Имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi 5 серии, поддержка 4G сетей, 7 и 20 бендом. Связь планшет ловит стабильно хорошо. Bluetooth версии 5.0, старенький, но надежный. Не мрачный. NFC не поддерживается. Из навигации на борту GPS, GLONASS, Galileo. GPS точность в городских условиях показывает 1 метр. Как навигатор данный планшет использовать как минимум неудобно. Большой он. Емкость аккумулятора 10 тысяч мАч. В PC-марке планшет выдал скромные 8 часов, но я вспоминаю Mi Pad 6 Pro, обзор на который был вчера, и он показал чуть больше 5 часов. Так что скромно эти 8 часов или нет, решать вам. Полный цикл зарядки с 0 до сотки от родного адаптера питания занял 4 часа. Поедает за час просмотра видео на YouTube 10%, что много. В PUBG за 1 час уходит в среднем 19% заряда. Играть, разумеется, не совсем комфортно, так как планшет тяжелый. Но вот что касается производительности,
В Genshin Impact уже спокойно не поиграешь, даже на рекомендованных настройках. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит со следующими цифрами. 156 гипсов минимально, максимально 168 гипсов и в среднем 163 гипса на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 6 в сингл-коре 309, в мультикоре 1235, 3D Mark показал Wildlife 640, Wildlife Extreme 182, Wildlife Stress Test 636, Wildlife Extreme Stress Test 187, Slingshot Extreme и Slingshot 1230 и 1616. Вантуту выдал результат 255 тысяч попугаев, Storage Test показал скромные 19 тысяч, 45-минутный стресс-тест прошел неплохо, а в тесте искусственного интеллекта планшет выдал 3518 баллов. Далее, Oukitel RT5 имеет рейтинг защиты IP68, IP69K и MIL-STD 810G. Разумеется, я должен был его протестировать на ударопрочность и водонепроницаемость. Изначально я его искупал в воде, конечно, вода на него никак не повлияла, но не советую его купать в соленой воде, разумеется. Да и вообще в воде не надо. Для того, чтобы проверить ударопрочность, я бросал его на асфальт. По итогу на нем появились незначительные потертости и царапины. Но в остальном он остался целым, и экран не повредился, что хорошо. К слову, недавно у меня улетал 14 Pro Max без чехла и пролетел по асфальту, наверное, скребя камерами метров 6. И что вы думали? Поцарапался. Но на съемку не повлияло, и смартфон не разбился. Перейдем же к планшету снова. Планшет оснащен двумя сенсорами от Samsung. Сенсор на тыльной части на 16 мегапикселей, как и сенсор с фронтальной части также на 16 мегапикселей. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 fps. На борту имеется очень много вспомогательных функций и режимов. К примеру, Pro режим, портретный, ночной, все как у всех. Панорама, замедленная съемка. Также есть 4-кратный цифровой зум, бьюти режим, монохром, сетка, таймер, стабилизация для фото. Качество съемки, как и фото, соответствующее. Ничего невероятного камера показать не в состоянии, что очевидно, но в целом его более чем достаточно для подобного типа устройства. Короткие примеры вы уже увидели, в принципе. Минусы: нет автояркости, мало яркости экрана, планшет тяжелый, неудобное расположение кнопок, неоптимизированное ПО, плохая GPS-навигация, но она хотя бы есть, в отличие от некоторых. Правда, Xiaomi? Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Напоминаю, что сейл начинается с 12 числа, поэтому просто, что вам интересно, в принципе, и чего вы смотрите, закидывайте в корзины, а потом 12 смотрите, насколько эффективно они сбросили ценники с промокодами. Ну и, разумеется, заходите в мой телеграм-канал скидок, на который вы подписываетесь, вбиваете название устройства и смотрите, сколько оно стоило на других распродажах раньше. Правильно? Если находите цену дешевле, разумеется, берете там. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, там описываете ПТЗ, что вам нужно, вам советуют, вы покупаете или не покупаете. И мой личный телеграм-канал, буду с вами рад очень общаться. Напоминаю, что нигде нет никакого мата, хамства. Резюмирую, Oukitel RT5 неплохой планшет, который имеет минимальную допустимую мощь для работы, но не больше. С двумя основными своими задачами, такие как работа самого устройства и защита от различных ударов, попадания воды, песка, он справляется хорошо. Если бы не защита планшета, то своих денег бы он однозначно не стоил. Для чисто домашнего использования его, разумеется, рассматривать не стоит. Всем огромное спасибо за просмотр, кто оставит еще комментарий. Двойное вам спасибо, кто подпишется на канал с колоколом. Вообще, знаете, вы все помогаете проекту. От меня планшету скромная да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.